Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И вот с такой прекрасной, красивой картинкой мы будем запускать, как говорится, ваши соляры. Шучу на самом деле. К вашему дню рождения уже как раз выйдет это видео, и вы сможете смело выстроить себе план на основе рекомендаций на первый месяц своего Нового года. Ну что, дорогие друзья, поехали! Да, дорогие, к сожалению или к счастью, всегда так совпадает, что ваши дни рождения как раз-таки приходится всегда на завершение календарного года, что всегда это момент осознания, осмысления, что вы достигли, к чему вы идете, чего вы хотите достичь, что получилось, что нет, какой план на будущее. То есть в свой день рождения вы всегда выстраиваете план на будущее, несмотря на то, что все остальные заканчивают календарный год. Для вас это такой момент мудрости, момент принятия. И я не скажу на самом деле, что это плохо. Это хорошо, на то вы и мудрый знак, на то вы имеете столько силы, огня и всего интересного в своем арсенале. Итак, каким же будет именно этот декабрь уходящего 2023 года именно для вас, но он будет непростым. Уж точно простым его нельзя назвать, да, потому что как раз-таки в этом декабре разворачиваются два ваших управителя. В первой неделе декабря это разворачивается Нептун. Из ретроградного движения он идет в директное, то есть все наши поездки, путешествия, грандиозные планы международные, заграничные, они примут такой совершенно другой характер, совершенно другой подтекст. И здесь, конечно же, необходимо понимать, что в момент разворота этой планеты все немножко остановится, застопорится, и в работе немножко стоит подождать, задуматься, да, то есть не гнать, как говорится, лошадей. Вторая неделя декабря, она будет достаточно хорошей. Здесь без каких-либо сложных телодвижений будет немножко фонить ретроградный Меркурий, но вы сами прекрасно понимаете, кто такой ретроградный Меркурий и кто вы, да, поэтому здесь просто понимайте, что люди вокруг вас могут сбоить, переживать, ожидайте подвоха, нечетких документов, сбои в технике, будьте аккуратны на дорогах, и будет вам счастье, да, потому что третья неделя декабря начинается новый лунный цикл с 12 декабря, и именно с этого дня начинается ретроградный Меркурий, да, поэтому все то, что актуально на вторую неделю, актуально и в третью неделю декабря, да, будьте аккуратны на дорогах, будьте аккуратны в документах, в обещаниях, доставки, поставки, все это может задержаться, поэтому выстраивайте план сейчас уже в ноябре, да, поэтому, мои дорогие любимые стрельцы, не волнуйтесь, понимайте, что это еще не апогей всего того, что может случиться, да. Четвертая неделя декабря у нас с вами разворачивается ваш главный управитель, это Юпитер, да, из ретроградного движения. Он наконец-то становится прямым, и начинают все обязанности, за которые отвечает ваш главный управитель, работать как надо. Да, обучение, образование, международные контакты, именно пиар, именно та самая раскрутка, реклама, в которую вы так много вкладывались, в свой личный бренд, в свои услуги, да, все то, что вы продвигали так долго, наконец-то начнет работать. Но так как разворачивается он в последней неделе декабря, боже мой, какая красивая картинка. Я надеюсь, вы тоже кайфуете, да. Так как разворачивается он в последней неделе декабря, понимаете, что полную силу и мощь он наберет только с первых недель января. Поэтому, мои дорогие, мы, конечно, улыбаемся, мы, конечно, рады, но ждем. В момент остановки, замедления и разворота Юпитера, конечно же, может случаться все, что угодно в тех сферах, за которые отвечает Юпитер. Поэтому здесь не ждите очень многого и не надейтесь, что все получится, все выгорит. Эффект может быть совершенно разный. Как правило, у многих сдают нервы, они психуют, бросают все и уходят на новогодние праздники. Что касается финансов в этой декабре, то здесь, конечно же, первая неделя, и я бы сильно великих финансов и вкладов не делала. Вторая неделя
прекрасно подойдет для вложений, для покупок, для подарков и тому подобное. Если вы хотите что-то, во что-то такое мощное, основательное вложиться, в недвижку и тому подобное. Прекрасное время. Третья неделя декабря, ретроградный Меркурий, я бы не вкладывалась ни в чего такое основательное, ничего такого не подписывала в работе, потому что, сами понимаете, все, что подписано в ретроградный Меркурий, оно такое не вечное, да. Ну и, конечно же, финальная неделя декабря. И если вы работаете, особенно с Европой и Америкой, понимайте, что 23-24 декабря они уходят на рождественские праздники, поэтому здесь понимайте, какой вы строите план, если вы работаете с ними, да, потому что в России, в странах СНГ новогодние праздники начинаются с января, 31 декабря, поэтому здесь, мои дорогие, понимаете, доделывайте свою работу. Как поступила бы я бы доделала свою работу, особенно если это новые проекты еще. Я бы завершила год во второй неделе декабря, да. Момент, когда начинается ретроградный Меркурий, я бы, конечно, можно продолжать дела, которые вы начинали ранее, это прекрасное время, да. Начинать нечто новое в ретроградный Меркурий не начинайте, будет идти со скрипом, медленно, не так, как вам хочется, не так, как вы задумывали, да, и это будет очень сильно омрачать этот момент, да, поэтому последняя неделя декабря, ну, завершаются все дела отлично, да, завершать все начатые дела тоже прекрасно, подводить итоги, подводить год, какой он был, что случилось, что произошло, что не произошло, упущенная выгода или прибыль, которая получилась сверх, это, конечно же, классно. Но я вам сразу говорю, дорогие, не рассчитывайте и не надейтесь мощно на этот декабрь, потому что разворачиваются два управителя, эффект может быть совершенно не тот, на который вы рассчитывали. Любовная сфера, конечно же, таит много вопросиков, потому что в таком нестабильном декабре всегда мы обращаем внимание на то, что личная жизнь идет немножко, я бы сказала, под откос. Не такой уж и сильный откос, это момент временный. В первой неделе декабря захочется, конечно, впасть в жертву, сказать, что все идет не так, как я хотела, что все не получается, что планы разрушены. И работа, естественно, еще настроение декабря, который подгоняет, будет, конечно же, вносить вот этот вот ссор в избу, да, поэтому здесь, дорогие, подождите, потерпите буквально первую недельку декабря, во второй и третьей все будет очень-очень хорошо. Конечно же, если вы не начнете пылить, если вы не начнете делать резких движений, в 20-х числах декабря оппозиция с Ураном захочет как раз-таки хлопнуть дверью, да, шепнет такая на ушко, пора бы хлопнуть дверью и разозлиться, но не расходитесь. Момент, когда очень сложно будет принять решение, удержаться, просто потому что это будет такой момент давления, да. Здесь понимаете, зачем вы в отношениях, для чего вы вместе, какие у вас совместные перспективы, какие у вас совместные идущие планы, да, я бы так сказала, потому что если вас связывает многое, если у вас, то есть если вы одинаково смотрите на мир, то я бы вам сказала, не выходите из отношений. Во всяком случае, для большинства даже знаков зодиака выход из отношений в этот момент будет такой очень импульсивный, да, и придет конец января, и многие пожалеют. Поэтому, дорогие стрельцы, вам говорю, что для вас вообще это, я бы сказала, такой не вариант, да. Если еще кому-то можно было бы подумать, то у вас, конечно, лучше стоит задуматься, что вместе вас связывает. И если это такие основательные аргументы, то тогда, конечно же, союз лучше сохранить, потому что именно в 20-х числах придет момент, когда захочется предъявить претензии, да, то есть очень много нереализованных амбиций, потому что декабрь и, в принципе, 2023 год для вас оказался годом, ну, это еще вы мне скажете тоже, я уже просто так забегаю вперед, да, говорю для большинства, только, ну, я бы так сказала, не избранные, да, только те, у кого хватило достаточно много силы, воли и терпения, получат, в принципе, то, что хотели. У большинства же, конечно же, будет сложно, и
И это, конечно же, отложит невероятный след на личную жизнь, поэтому не предъявляйте претензии партнеру, не вините его во всем, потому что потом можно пожалеть, и момент сожаления, конечно же, наступит. Поэтому, мои дорогие, не принимайте резких движений, не делайте импульсивные выводы, да, потому что работа всегда складывается на личную жизнь, но здесь задача такая, помните, это лишь ваши нереализованные амбиции и возможности, которые никуда от вас не денутся. Придет следующий год, жизнь идет. Я понимаю, что в 2023 у многих, у большинства не получилось сделать все то, на что планировали, замахивались, да. То есть сил было вложено очень много, но выхлоп такой так себе, да. И декабрь, подводя черту, вот если вы мне напишите, что у меня прям получилось все, что я хотела и даже больше, я очень сильно за вас порадуюсь. На самом деле, я всегда радуюсь таким результатам, когда мне говорят. Если вы мне напишите и скажете, что я старалась, но у меня получилось не все или много не получилось, но я не отступаюсь, и я тоже скажу, это очень классно, потому что терпение сейчас залог успеха на самом деле. И если вы не бросили, если вы не сдались, и вы продолжаете, да, и вот с этими мыслями, понимаете, если вы понимаете, что успех – это дело, которое придет не сразу, что для успеха необходимо трудиться, да, то, мои дорогие, он придет к вам в 2024. Я уже говорила и не раз, что високосный следующий год – год больших событий. То есть все силы, которые были вложены ранее, они окупятся. И вы прям начнете это понимать уже в январе, феврале и в марте. То есть зимой и к весне вы уже начнете пожинать плоды, вы уже увидите, как сдвинется с той самой мертвой точки, в которой были планы, проекты, все то задуманное, все, куда были вложены силы, да. Поэтому еще раз говорю, не отступайтесь, не тормозите, да, оно сложно, наберитесь мудрости. Потому что именно эта мудрость, она движет вами, дорогие стрельцы. Помните, да, у вас много огня, у вас много движений, вы можете договориться с кем угодно, да, но обретите терпение. Стрельцам вообще, в принципе, сложно по жизни, потому что у вас совершенно другая энергия движения, и здесь необходимо терпение. Если у вас выработано это качество и навык, вы понимаете, что успех не придет сразу, тогда все у вас прекрасно сложится, и проект продолжат свою реализацию в 2024 високосном году. Дорогие стрельцы, это был ваш гороскоп на декабрь уходящего 2023 года. Я надеюсь, что была полезна, что все у вас сложится, и вы следуете своему компасу по жизни. Декабрь будет месяцем непростым, он будет одним из сложных месяцев. Главное, в моменты разворота сильных и мощных планет держите фокус внимания на том, что важно для вас, да. Не принимайте судьбоносных решений, очень сильно захочется, да. Но я вам говорю, пройдет, сдвинется фокус внимания с этих планет, и вы поймете, что все можно было сделать совершенно по-другому, да. Возможно, как-то не так, или сказать не те слова, и придет момент сожаления. Поэтому, мои дорогие, запаситесь терпением, выстроите себе план, который вы хотите сделать на следующий год, что вы хотите реализовать, что вы хотите реализовать в своей жизни. Особенно, если вы находитесь сейчас в возрасте, да, активных кармических задач, активной их реализации. То есть, если вам 18, 19, 20 лет, либо же вам 35, 36, 37, 38, да. А если вам 42, 43, 44, и вы понимаете, что вы в жизни ничего не сделали, и вам срочно нужно что-то делать, тогда обязательно стройте планы, реализовывайтесь, идите туда, куда вам необходимо, да. Даже если все вокруг говорят обратно, следуйте компасу, который есть внутри вас, и используйте свою мудрость и философию, помогайте другим людям в этом мире, и будет вам счастье, потому что стрельцы — это хоть и огненный знак, но за счет своего огня внутри он помогает и питает мудростью все другие знаки зодиака.
Дорогие мои, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И если у вас остались вопросы, пишите здесь, оставляйте в комментариях под этим видео, но обязательно указывайте свою дату, время и место рождения, и обязательно вопрос, который вас интересует. Потому что я открываю вашу натальную, вижу очень много, что с вами происходит, и я не понимаю, что именно вы сейчас хотите, потому что бывает так, что очень много событий фоновых идет, а человек сосредоточен на чем-то одном, да, поэтому задайте мне именно этот вопрос. Дорогие, спасибо за уделенное время, и я надеюсь, что была полезна, и увидимся с вами в следующем видео.